Hear my trainer coming. Всем добрый день! Сегодняшний наш разговор будет о музыканте, чье имя для поклонников рока давно стало нарицательным. Его игрой восхищались, ему подражали и его боготворили. После непродолжительной, но ярчайшей карьеры этого гитариста лицо музыки изменилось раз и навсегда. Он принадлежит к числу таких новаторов, которые не оставляют без внимания ни одну сторону творчества, от чисто технических моментов до внешних атрибутов шоу. Сегодня с нами бессмертная музыка Джимми Хендрикса. Что же делает его настолько особенным и неповторимым, раз он до сих пор заставляет нас забывать обо всем и с жадностью ловить каждый звук? В чем новаторство Хендрикса? Если хотя бы частично ответить на эти вопросы, то претензии к первенству Джимми отпадут сами собой, или нет? Если почитать англоязычные журналы, то можно наткнуться на множество статей типа «за» и «против». Некоторые пытаются отстоять легендарное имя гитариста, другие не оставляют попыток развенчать его славу. На чьей стороне быть, решать, конечно же, вам. Так давайте попытаемся понять, кем же он был на самом деле. Хендрикс родился в 1942 году в Сиэтле под именем Джонни Аллен. Мир в это время был охвачен войной. Для его матери Люсиль Хендрикс рождение сына не стало слишком радостным событием. Ей только исполнилось 18. Ее муж Джеймс Аллен Хендрикс был на войне, и у нее не было ни своего дома, ни денег. Прошло 3 года, прежде чем Эл уволился в запас и отправился в Калифорнию, чтобы забрать своего сына, находившегося на попечении подруги матери Люсиль. Из писем, которые Эл получал от миссис Чемп, так звали эту женщину, он знал, что Джонни постоянно жил то у родственников, то у друзей Люсиль. Она, молодая и легкомысленная, которая явно была не готова стать матерью, начала много пить и связалась с плохой компанией. Однажды очередной приятель так избил ее, что она провела долгое время в больнице. Несмотря на это, вернувшись в Сиэтл, Эл снова сошелся с Люсиль. Они нашли жилье, и Джонни впервые узнал, что такое настоящая семья. Вскоре Эл изменил имя своего сына на Джеймс Маршалл Хендрикс. Маршалл в честь своего брата Леона Маршалла, умершего в 1932 году. Примерно в это время в жизни Джимми появилась музыка. Его бабушка со стороны отца, Нора Хендрикс, бывшая наполовину индианкой Чероки, изъездила весь северо-восток США с водевильной труппой. Сам же Эл танцевал чечетку в различных бродячих труппах, выступающих в Ванкувере и его окрестностях. Люсиль тоже достаточно серьезно занималась танцами. Вообще они с Элом и познакомились на танцплощадке. Джимми помнил, что в детстве он часто наблюдал, как его родители отрабатывали свои па под музыку Дюка Эллингтона, Каунта Бейси и Луиса Джордана. К тому времени, как Джимми пошел в детский сад, Хендриксы переехали в новую квартиру. Эл в соответствии с законом о переподготовке военнослужащих пошел учиться на электрика, а по ночам работал сторожем. Люсиль сидела дома и заботилась о Джимми и его маленьком брате Леоне, который родился в январе 48-го. Однако вскоре дела стали идти все хуже и хуже. Денег постоянно не хватало, а взбалмошная Люсиль, падкая на развлечения, стала часто исчезать из дома и могла отсутствовать по несколько дней. В течение следующих 3 лет Джимми и Леон постоянно становились свидетелями бесконечных бурных ссор
между отцом и матерью. Этот несчастливый, бурный брак вполне закономерно закончился разводом. Эл получил опеку над всеми детьми. Джимми и Леон часто оставались одни и были вынуждены сами о себе заботиться. Их отец выполнял разную черную работу и делал все возможное, чтобы семья окончательно не впала в нищету. В конце концов, Эл все-таки не смог содержать двух детей, и ему пришлось отдать Леона в приют. Этот шаг оказался сильным ударом для Джимми, для которого брат был единственной опорой в жизни. Тихий и чувствительный ребенок стал болезненно замкнутым и начал сильно заикаться. Полностью уйдя в мир фантазий, Джимми частенько одевал самодельный шлем и носился по окрестностям, воображая себя героем фантастического рассказа. К 12 годам у Джимми стали появляться признаки недюжинного музыкального таланта. Он стал просто одержим гитарой. Но поскольку инструмента у него не было, он брал метлу и, делая вид, что играет на ней, пел песни Элвиса Пресли. Как раз в то время, когда Джимми нашел для себя новый путь самовыражения, на него обрушился новый удар судьбы. Его мать, Люсиль, которая в декабре 1957-го вышла замуж за портового грузчика, неожиданно попала в больницу. У нее выявили цирроз печени. Тетя Пэт, сестра Элла, взяла своего племянника навестить маму. Джимми все время молчал и просто смотрел на нее. Он видел свою мать последний раз в жизни. После встречи с сыном Люсиль умерла. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints. Немного позже, поиграв в сиэтловских группах и едва сделав первые шаги в музыке, Хендрикс чуть было не поставил крест на своей карьере. В 1961 году Хендрикс был схвачен на месте преступления за угон автомобиля. Ему предоставили выбор – либо сесть в тюрьму, либо отслужить в рядах славной армии США. Хендрикс выбрал второй вариант и с доблестью принялся исполнять воинский долг, засыпать на посту, демонстрировать полное отсутствие милитаристских навыков и получать самые негативные отзывы от начальства. В дальнейшем Джимми редко говорил об этом периоде жизни, но ни разу не упоминал то, что он покинул армию после перелома лодыжки во время прыжка с парашютом. Вообще с трудом можно поверить, что этот безумный гитар-плеер в начале 60-х был рядовым сессионщиком. Но это дало ему поистине бесценный опыт. Начинал он с группы The King's Casuals, который запиливал соляки со своим армейским товарищем, басистом Билли Коксом. Летом 1966 года у Хендрикса уже была собственная группа The Blue Flame и постоянная работа в клубе в Нью-Йорке. Благодаря этому Хендрикс познакомился с Фрэнком Заппой. Заппа, в свою очередь, познакомил Джимми с только что изобретенной педалью эффектов «Вау-Вау», инструментом, который Джимми освоил в совершенстве и который стал впоследствии неотъемлемым элементом его фирменного звучания. Как-то раз на выступление группы попала подруга Кита Ричардса, Линда Кит. Линде не верилось, что такой виртуоз может быть неизвестен. Девушка познакомила Хендрикса с продюсером Чесом Чендлером. Он же убедил музыканта переехать в Великобританию и начать новую страницу биографии. После чего был подписан контракт, создана новая группа The Jimi Hendrix Experience, в которую кроме Хендрикса вошли басист Ноэль Реддинг и барабанщик Митч Митчелл. Дебютный альбом признан фанатами и музыкальными критиками одним из самых успешных в рок-музыке. С выходом альбома Джимми Хендрикс стал мегазвездой. В Британии альбом уступил только альбому группы Beatles,
Хотя я думаю, что альбом мог занять бы и первое место, если в него вошла песня из американской версии альбома Purple Haze, занявшая первое место в списке 100 величайших гитарных записей в журнале Q и второе место в списке 100 величайших гитарных записей в журнале Rolling Stone. Песня «Hey Joe» была известна задолго до исполнения Джимми Хендриксом, но только в его версии приобрела всемирную славу. У песни незамысловатый текст, рассказывающий о побеге в Мексику неудачника мужа, убившего неверную жену. Однако в то время, когда ее сыграл Джимми, шла война во Вьетнаме. Президентом США в то время был Линдон Джонсон. Люди переделывали четверостишье из «Hey Joe», обращаясь к президенту и обвиняя в гибели солдат во Вьетнаме. Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand? I'm going to shoot my old lady. You know I'm gonna mess around with another man. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. В 1967 году Полу Маккартни позвонили организаторы рок-фестиваля в Монтерее и пригласили Битлз выступить на нем. Маккартни отказался, так как Битлы записывали новый альбом, но горячо и настоятельно порекомендовал пригласить чернокожего парнишку 24 лет, игравшего психоделический рок. Организаторы чуток поломались, но все же пригласили неизвестного им парня и его группу. Поздно вечером на сцену Монтерейского фестиваля вышел Джимми Хендрикс в красных штанах и оранжевой рубашке, с повязкой на голове и яркими перьями вокруг шеи. На дворе стояло лето любви, и толпу цветастых хиппи сложно было удивить нарядом, но когда он начал играть, все замерли. Прыгая и извиваясь, он танцевал, жевал жвачку в микрофон и, кажется, занимался сексом с гитарой. Прижав изможденный инструмент к колонке, он давил на струны тазом, не забывая сверху перебирать их пальчиками. Он покусывал гитару зубами, извлекая пронзительные и пробирающие до кончиков ушей звуки, а затем заложил ее за голову и продолжил громко терзать на радость всем. Издаваемые его электрогитарой звуки анимировались всем его телом. Доиграв свои песни, Джимми положил гитару на сцену, уселся на нее и, совершая плавные движения тазом, продолжил извлекать из нее странные, но очень гармоничные звуки. Внезапно музыкант встал, достал небольшую бутылочку и начал от бедра осеменять свою гитару горючей смесью, а затем поджег ее. Опустившись на колени перед пылающей партнершей, он на мгновение поколдовал над инструментом, призывая огонь, а потом, схватив гитару за горло, разбил ее на маленькие кусочки. Публика пришла в неистовство. Музыкант совершил жертвоприношение. В дионисийском экстазе он уничтожил то, что любил больше всего на свете. Фото Джимми Хендрикса, стоящего перед пылающей гитарой на коленях, с дернутыми руками, стало культовым в истории рока, а Хендрикс попал в больницу с ожогами рук. Хендрикс часто позволял себе весьма существенные вольности. Не раз случалось, что басист Ноэл Рейдинг покидал студию на некоторое время из-за крайнего раздражения, а возвращаясь, обнаруживал, что все его партии уже записаны Хендриксом. К тому же на репетициях и сессиях записи постоянно присутствовали девочки известного назначения, которые каждый раз спрашивали у несчастного Ноэла, кто он вообще такой. В
Второй альбом группы был создан как раз в романтично-психоделическом жанре и раскрывает Хендрикса как музыканта со сформировавшимся стилем. Хиппи, которые сделали Джимми таким популярным, повально увлекались восточными религиями. Поэтому на обложке второго альбома Джимми уже предстает в виде тысячерукого индуистского бога Вишну. Самому Джимми обложка не понравилась, он хотел, чтобы подчеркнули его индейские корни, и никак не мог въехать, при чем тут Вишну. Кроме скромности, Джимми отличался также ярко выраженным синдромом дефицита внимания и был крайне рассеянным. Во время записи второго альбома, когда почти все уже было готово, он взял оригинал с половиной песен к себе домой, чтобы внимательно послушать и внести замечания. Но забыл запись то ли в такси, то ли в баре, то ли где-то еще, история об этом умалчивает. В итоге пересводить песни пришлось в жуткой спешке, и Джимми до конца жизни жаловался, что во второй раз получилось гораздо хуже. Стиль Хендрикса узнается моментально из-за уникального саунда, состоящего из множества нюансов, и которого он добивался самыми разными способами. Как известно, Джимми был левшой, но играл на стандартной гитаре со струнами, натянутыми в обратном порядке. Честно говоря, Джимми Хендрикс спас всю серию Fender Stratocaster в конце 60-х годов. Пока современники в лице Джимми Пейджа, Джеффа Бека и Пола Колсофа ежедневно использовали Les Paul Standard, Хендрикс отдал свое предпочтение гитарам Stratocaster. Этот выбор вернул этим гитарам статус легендарных инструментов, появившийся еще во времена Бадди Холли и Дика Дейла. Ирония заключалась в том, что, несмотря на любовь к Stratocaster, Джимми никак не мог найти в продаже леворукий инструмент. Музыканту пришлось приспособить обыкновенную гитару под собственные нужды при помощи простейшего перетягивания струн в обратном порядке. Это не только необычно выглядело, но и заставило бридж делать низкие частоты более резонансными, что создавало одну из сторон того самого неповторимого звучания. К этому прибавлялись эксперименты с электроникой, особенно в третьем альбоме, а также особые настройки усилителя. Весной 68-го как раз началась запись третьего альбома. Работа шла медленно. Хендрикс хотел достичь совершенства в записях, снова и снова делая дубли. И результат превзошел самые смелые ожидания. По итогам продаж только первой недели альбом получил статус золотого. Этот альбом включает 15-минутный блюз Voodoo Child и, пожалуй, самую известную версию песни Боба Дилана All Along the Watchtower. Дилан всегда говорил, что эта версия ему нравится даже больше, чем собственная. Оригинальна и ритмическая сторона музыки Джимми. В ней сочетаются элементы фанка, блюза, джаза, рока и тех самых перчинок, заложенных в уникальных гитарных рифах. С каждым шагом он добавлял доли импровизации, их становилось все больше и больше, и в конечном счете они приводили музыку в поистине стихийно-эйфорическое состояние. Да и вообще для него не существовало понятий ритм и соло-гитара. Он умело комбинировал обе техники, переходил от одного типа фактуры к другому, когда ему вздумается, и стоил в этом десятерых. Он был прирожден играть в составе трио. Не обошла популярность Джимми Хендрикса и в СССР. Еще в 1973 году вышел первый русский психоделический альбом «Вишневый сад Джимми Хендрикса», записанный на магнитную пленку в домашней студии Юрием Морозовым. К
сожалению, утром 18 сентября 70-го года Джимми Хендрикса увезли в карете скорой из гостиницы «Самарканд». По словам врача, на момент приезда скорой Джимми уже был мертв. Накануне он проводил время со своей девушкой Моникой Данеман. По результатам экспертизы артист умер в постели, захлебнувшись рвотными массами при передозировке снотворного. По словам Моники, она медлила с вызовом скорой из-за того, что боялась попасть в полицию, так как в номере, где была пара в ту ночь, находились наркотики. Его похоронили в городе Рентон, штата Вашингтон, в Гринвудском мемориальном парке. Однако сам он мечтал быть похороненным в Англии. Хендрикс пополнил ряды знаменитых людей, для которых число 27 стало роковым. Именно столько было Джимми, когда он покинул этот мир. Именно в этом возрасте, по мнению многих, умирают великие люди. Прожив невероятно короткую жизнь, он, возможно, сделал для развития музыки больше, чем кто-либо в 20 веке. Для многих до сих пор Хендрикс является олицетворением той славной эпохи психоделических футболок, наркотиков, рубашек в цветочек и безумия фестивалей Вудсток и Монтерей. Смерть Джимми, так же как и распад Битлз в 70-м году, стала финальным рубежом этой субкультуры. Остается только один вопрос, который не дает мне покоя. Могло ли творчество Джимми, рождаясь оно в наши дни, быть актуальным и востребованным? Ответьте, пожалуйста, в комментарии, что вы думаете по этому поводу.